Я в королевстве Саудовская Аравия. Сложно представить, но еще каких-то 5-7 лет назад эта страна была практически закрыта для туристов. А сейчас 15 минут на оформление визы, 1,5 часа полета из Дубая, и я в столице, в Эр-Рияде. Только представьте, страна, которая относительно недавно открылась для туристов, сейчас входит в топ-10 посещаемости туристами стран согласно Всемирной туристской организации. А количество работающих здесь иностранцев превысило цифру в 1 миллион человек. Что же за этим стоит? А вернее кто? Вы на канале «Бизнес без границ», я Виталий Черясов, и сегодня я расскажу вам об одном из самых влиятельных людей на планете, который меняет в Саудовской Аравии практически все. У многих туристов Саудовская Аравия до сих пор ассоциируется с чем-то закрытым и консервативным. Да, так было долгое время, но все изменилось с приходом принца Мухаммеда ибн Салмана. Именно он создал амбициозный план по преобразованию королевства Vision 2030, который мы еще не раз упомянем в этом выпуске. И именно этот план стал ключом к нынешнему успеху страны. Сейчас Саудовская Аравия стоит на пороге 4-й технологической революции, а привлечение иностранных инвесторов в страну стало чуть ли не самым важным ориентиром королевства на данный момент. Подробнее об этом, кстати, можете узнать в моих следующих фильмах, где мы подробнее поговорим о бизнесе и привлечении иностранных предпринимателей. Именно принца Мухаммеда ибн Салмана нужно благодарить за послабление нравственных норм в стране. Еще несколько лет назад на улицах и магазинах страны можно было встретить мутаф. Это религиозная полиция, которая следила за соответствием дресс-коду, контролировала призыв, ежедневный призыв на молитву и так далее. Безусловно, это отпугивало туристов и снижало туристический потенциал страны. Сейчас же мутаф вы здесь встретите очень редко, люди могут носить что хотят в пределах нормы, конечно. Готовы увидеть, как тут все поменялось? Поехали! Туристы из многих стран могут получить визу на срок до 90 дней, но для въезда сюда нужен загранпаспорт и оформление электронной визы. Ознакомиться с условиями получения визы и сразу же оформить ее можно на официальном сайте страны, что, кстати, очень удобно. У меня в руках видение 2030 или Saudi Vision 2030. Это программа по развитию страны, курс на ее будущее, которого здесь придерживаются буквально все. Пока едем в отель, решил подробнее изучить программу и обнаружил, что одно из направлений по диверсификации экономики и повышению доходов в стране – это туристический сектор. Так что можно сказать, что мы вносим своеобразный вклад инвестирования в эту страну. Повсюду в Саудии можно встретить портреты правящей династии. Это, как правило, первый король современного государства Абдул-Азиз. Наравне с ним изображение сегодняшнего монарха, короля Салмана ибн Абдул-Азиза, а также наследного принца Мухаммеда ибн Салмана, которых мы и должны благодарить за видение. Главная цель, к которой стремится вся страна – диверсификация экономики. С легкой подачи наследного принца, который с 2017 года считается самым молодым действующим монархом, этот термин обсуждался в прессе вдоль и поперек. Если кратко, страна намерена уйти от нефтяной зависимости и развивать другие отрасли, среди которых туризм, как мы говорили, занимает важнейшее место. А здесь все очень и очень непросто, ведь по соседству находится распиаренный Дубай, который нужно не просто догнать, но и перегнать, конечно. Подробнее о том, как страна собирается это сделать, узнаем чуть позже. А пока коснемся первого и самого важного, с чем сталкивается любой турист по приезду – отеля. Согласитесь, ведь плохие отели могут испортить впечатление даже от самой хорошей поездки. Вообще многое в Эр-Рияде напоминает о неком таком соревновании с Дубаем. К примеру, многие отели расположены в высоченных башнях. Однако в этот раз я решил остановиться в отеле попроще, как всегда в моей любимой сетке Marriott, отель Loft. Расположен он в удобном для меня месте, в 10 минутах все, что необходимо для посещений. Ресторан, сауна, бассейн, спортзал, в общем, все, что мне необходимо. По моему мнению, идеальное соотношение цена-комфорт. Ну что, пойдем заселяться? Кто там? Канал «Бизнес без границ». Welcome. Телевизор, стол, чайник, холодильник.
Подарочек от администрации отеля. Dear Mr. Черясов Виталий. Мы угощаем вас фруктами. Молодцы. Приятно. Шкаф, сейф, гладильная доска и душ. Все то, что необходимо для комфортного пребывания. Ну, если, конечно, вы ограничиваетесь просто каким-то бизнес-путешествием или, как я, например, прилетел сюда снимать видео об столице Саудовской Аравии. Стоимость всего $180 в сутки. Достаточно демократично. Но мы же не собираемся все время сидеть в отеле. Нужно и на город посмотреть. А вот здесь есть свои нюансы, о которых я вам сейчас расскажу. Один из способов передвижения по Риаду – это такси. Можно скачать приложение Карим, оно, кстати, действует также в Объединенных Арабских Эмиратах, и через приложение вызвать такси. Вот, кстати, я сейчас вызвал, и за рулем приехала женщина. Это тоже такой своеобразный показатель, что страна открывается и дает больше прав для женщин. Они вот, к примеру, работают в такси. Дело в том, что по столице Саудовской Аравии, в отличие от того же Дубая, невозможно передвигаться без автомобиля. Инфраструктура общественного транспорта здесь пока страдает. Из доступных способов перемещений это либо арендовать автомобиль, либо использовать сервисы такси, среди которых я бы рекомендовал Uber или Карим. Другая возможность передвигаться – это голосовать и договариваться о цене с водителем. Здесь также все очень неоднозначно, ждать можно долго, а уж если вы девушка, например, то есть риск столкнуться с консервативно настроенными автомобилистами. Цены на транспорт вы видите на экране. Ну а мы, как говорится, поедим. И заодно узнаем побольше о местной кухне и ценах на нее. Мы приехали в ресторан Nejd Village. Это такой своеобразный кулинарный бренд Саудовской Аравии. Здесь подают блюда традиционной кухни, которые мы сейчас и попробуем. Нам предложили очень уютное место на улице. Пойдем. Заказ через QR-код на дощечке. Какая-то старинная дощечка, найденная в 15 веке до нашей эры. Проваливаемся в меню на арабском языке. Интересно, английский есть? Так, English. Я уверен, что скоро и русский появится. Блюда вам здесь предложат самые разнообразные. Вот мы, к примеру, заказали верблюжонка и ягненка по-бедуински, который приготовлен по древним вековым традициям в песке. Раньше бедуины собирались в песках и готовили в них же мясо. Принимать пищу также нужно традиционным образом, то есть сидя на вот таких подушках. То есть у вас есть отличная возможность прийти сюда, заказать всю эту локальную вековую пищу и почувствовать себя бедуином среди барханов. Вывод однозначно: если вы приедете в Риад, то посетите этот ресторан, проникнитесь этой атмосферой. Ценник здесь, кстати, весьма демократичный. За все мы заплатим примерно 250 реалов, это чуть больше $60. Если сравнивать с тем же Дубаем, то ценник, конечно, здесь ниже. Я, пожалуй, начну с того, что никогда не пробовал. Это верблюжье мясо. Так, с рисом возьмем. Выглядит как обыкновенная говядина. На вкус примерно так же. Верблюжонка попробовали. Можно и ягненка. Кстати, ягненок не такой жесткий, более нежный. Пожалуй, мне он нравится больше. Вкусно. 5 баллов. Развитие туризма в Саудии, на первый взгляд, задача просто фантастическая. 95% территории государства – это пустыня, одна из которых Рубуль-Хали, которая переводится как «пустынная четверть» за ее протяженность на Аравийском полуострове. Но дальновидный монарх решил действовать либо сейчас, либо никогда. И одним из последствий таких решений стало приобретение местным футбольным клубом Аль-Наср Криштиану Роналду за рекордные $200 миллионов США. Это стадион Аль-Аваль-Парк клуба Аль-Наср, в котором сейчас играет, пожалуй, главная величина мирового футбола Криштиану Рональду. Кстати, недавно узнал, что в одном из матчей Криштиану скандально перекрестился, за что позже, конечно, его
простили. Стадион уже принимал большие матчи, к примеру, в 2021 году здесь состоялся матч Кубка Марадоны. Сейчас же, я думаю, многие саудовские болельщики мечтают, чтобы стадион Аль-Аваль Парк стал главным стадионом будущего чемпионата мира по футболу в 2034 году. О жизни в Эр-Рияде я решил узнать из первых уст от гостя нашего выпуска, экспата Марка Сандлера. Всем привет, меня зовут Марк Сандлер, я музыкальный продюсер, пианист, аранжировщик, композитор, обладатель премии World Swing Award. Поговаривают, что недавно произошел такой случай. Криштиану Роналду, который играет сейчас за команду Саудовской Аравии, перекрестился во время матча, и это вызвало большой ажиотаж. Правда ли, что в стране существует только одна религия, и других религий, в принципе, не приемлют? В основном это так и есть, да, в основном. То есть, опять подчеркиваю, потому что до 2019 года они жили закрытой своей жизнью, и, как я уже много раз говорил, да, страна — это колыбель мусульманства, то, безусловно, да, взять и все в одном моменте поменять невозможно. Я более чем уверен, что к тому же 30-му году здесь будет космополитизм, да, и религий, вообще всего остального, да, потому что с насыщением экспатского потока все это будет иметь такой интернациональный наклон. В Саудовской Аравии средняя температура воздуха достаточно высокая, летом может доходить до плюс 45 градусов. Сухой жаркий климат вызывает естественное желание утолить чем-то жажду, например, пивом. Уверен, что каждый второй путешественник, турист из Европы или Америки, выбирает именно пиво. Но, как мы знаем, алкоголь здесь строго-настрого запрещен. А может, уже и нет в связи с последними изменениями. Пойдемте проверим. Так, non-alcoholic grape juice. Не шампанское. Ну вот я и нашел пиво. Правда, безалкогольное. Холстон, Бад, Хайникен. Все это нулевка. Яблочное пиво. Интересно, не пробовал такое. Вот еще что-то. Что-то похожее на пиво. Вообще говорят, что такое безалкогольное пиво очень популярно среди местных жителей, ну, естественно, туристов, которые прилетают в эту страну. А в ресторанах, к примеру, могут подать безалкогольное вино или шампанское. Для меня, как для человека, который постоянно изучает рынки, известен тот колоссальный объем выручки, который приходит за счет реализации алкогольной продукции. И это удивительная сила нефтяной экономики страны. Чтобы отказаться от такого большого куска пирога, нужно быть по-настоящему особенной страной. Я слышал много историй, что люди, которые живут в этой стране, как местные, так и экспаты, все-таки в силу того, что здесь не так много мест, куда можно сходить и развеяться, часто вылетают за пределы страны для того, чтобы отдохнуть. Бахрейн, в тот же Дубай. Расскажите, как вот это проходит? Наверняка вы уже знаете какие-то истории, как кто-то вылетал куда-то. Так как здесь все развлекаловки запрещены, да, то, соответственно, народ для того, чтобы как-то, так скажем, расслабиться, это мое такое очень субъективное ощущение, да, вылетают куда-то в ближайшие, вот как вы правильно сказали, в Бахрейн или в Дубай, да, для того, чтобы можно было, грубо говоря, там расслабиться вот в полном понимании смысла, да, там выпить рюмочку-другую, почувствовать себя с другой стороны. Опять же, если у них все это к 2030 году появится, то, соответственно, и не надо никуда выезжать. Сейчас в основном вылеты у них происходят еще связанные с обучением детей. Потому что, опять же, то, о чем я говорил, так как образование здесь, к сожалению, вот на текущий момент, я подчеркиваю, находится еще пока не на том уровне, на котором они бы даже сами хотели этого, да, соответственно, многие вылетают в основном в Англию, в Америку, родители с детьми, для того, чтобы дать детям возможность обучаться в серьезных заведениях. Перед Саудией стоит нелегкая задача – преодолеть нефтяное проклятие и развивать страну в новых сферах. Передвигаясь на машине по Эр-Рияду, сразу понимаешь, что Саудовская Аравия – одна из самых богатых нефтью стран. Мы уже говорили о том, что в городе транспортное сообщение возможно исключительно на автомобиле. Пешеходам здесь быть крайне неудобно. Зато литр бензина по стоимости равен небольшой упаковке фиников. Неудивительно, ведь страна обладает вторым местом по объему нефтяных месторождений. Так, к примеру, государственная нефтяная компания Saudi Aramco по капитализации дороже самих Apple. Яблоко от чистой прибыли получает 116 миллиардов долларов в год, а местные нефтяники 161 миллиард.
Атмосферу столицы Эр-Рияда можно описать как большую стройку. Местами видны перекопы из-за строящихся инфраструктурных объектов, в том числе метро. Из архитектурных достопримечательностей можно выделить башню Kingdom Center со смотровой площадкой Sky Bridge. И это маленькая толика большой перестройки по всей стране. Мне почему-то, как бизнесмену, хочется искренне верить, что то начало, которое было положено, достигнет ожидаемого результата. И я почему-то в это верю. А вот что позволяет избавиться от ощущения глобальной стройки, так это местные достопримечательности, которые создают особый внешний облик столицы. Среди них я бы выделил 99-этажную башню Kingdom Center со смотровой площадкой Sky Bridge, куда мы и поднялись. Посмотрите, какие виды с нее открываются. Вот уж по-настоящему мост в небо. Отдельно для любителей истории хочется отметить, что при всей урбанистической красоте Эр-Рияда здесь есть место яркому историческому наследию. Ведь страна имеет глубокую историю, памятники которой можно встретить посреди современного ландшафта. Именно за этой историей я сюда и приехал. Любимое многими туристами место – исторический памятник Аль-Тариф. Аль-Тариф расположен в 30 километрах от северо-западной окраины Эр-Рияда. Эти развалины некогда были историческим районом Аль-Тураиф, расположенным в старом городе Аль-Дирия. Он был первоначальным домом королевской семьи Саудовской Аравии и до 1818 года представлял собой столицу их династии. Нынешние монархи, кстати, чтут традиции, и в этом плане современные великолепные дворцы местных принцев расположены рядом с Аль-Тарифом. Что сподвигло молодого принца вот на такие кардинальные изменения в стране? На мой взгляд, опять же, любая страна, она должна развиваться и идти в ногу со временем. А так как мы с вами понимаем, что Саудовская Аравия до 19 года жила абсолютно закрытой жизнью, да, это закон жизни, да, то есть так или иначе где-то, да, должен произойти вот этот самый качественный скачок. Совсем скоро я отправлюсь в Джиду и буду осматривать ее достопримечательности. Этот город, кстати, находится на берегу Красного моря, и говорят, он очень красивый. Ну а пока я приехал в Boulevard World Park. Это место знаменито не только среди местных жителей, но и среди туристов. Говорят, в один день здесь сразу единовременно было 250 тысяч посетителей. Не то, что на аттракционах не было места, а в целом перемещаться было сложно. Но это сейчас мы и проверим. А вот и Бульвар Мира, еще один туристический центр, который больше подойдет семьям с детьми и любителям развлечений. Расположен он рядом с Бульвар Сити в районе Хитин в Эр-Рияде. Место сразу цепляет своей атмосферой и разнообразием. Здесь каждый сможет найти что-то по душе, и несмотря на то, что он открылся совсем недавно, в 2022 году, бульвар уже успел заслужить всеобщую любовь среди туристов, которые стекаются сюда в поисках развлечений или ради шопинг-туров по роскошным магазинам. Особенно бульвар прекрасен во время ежегодного развлекательного фестиваля «Сезон в Эр-Рияде». В это время здесь воссоздаются копии знаковых достопримечательностей со всех стран мира. Выступают различные артисты, проводятся массовые мероприятия и мультимедийные шоу. Скажите, вы не так давно здесь живете, много где удалось побывать? Может быть, есть какие-то места, которые особенно запомнились, или какие-то места, куда вы хотите еще съездить? В Саудовской Аравии любое место будет красивым. Вне зависимости от того, что 90% занимает песок, да? Соответственно, с одной стороны думаешь, ты едешь по дороге, и слева и справа песок. Ничего, к тому, что мы привыкли, ты не увидишь, да? Но в этом тоже можно найти свои прелести. По обе стороны море, то есть с левой стороны Красное море, Персидский залив, полностью полуостров окружен водой. То есть в любом случае, куда вот не поедешь, везде есть свои прелести. Безусловно, не будем говорить о мусульманской святыне, это само собой, но, насколько я знаю, обычному смертному туда не попасть. Мне... Не мусульманин. Да, не мусульманин. Марк мне посоветовал соблюдать местный этикет и руководствоваться его именем для общения с некоторыми людьми из Джиды, куда я скоро и отправлюсь. Такой деловой этикет здесь называют
кто ты есть и кого ты знаешь, что по-арабски называется васта, а на языке миллениалов – нетворкинг. Из-за консервативной ментальности здесь в деловых кругах особенно важна репутация и терпение. Запоминаем как мантру: время, потраченное на знакомство с деловыми партнерами и завоевание их доверия, рано или поздно обязательно окупятся. Мое путешествие по столице Саудовской Аравии подходит к завершению, и уже завтра я отправлюсь к берегу Красного моря. Основная цель моего путешествия является желание своими глазами увидеть, как работает программа Saudi Vision 2030 и как она меняет облик этой страны. Мой путь будет проходить через уникальный город Джидда, основная туристическая локация, невероятное место для проведения крупных спортивных мероприятий и основной путь к главным святыням страны, а также Мекку для инновационных предприятий. И совсем скоро мы узнаем почему. В общем, сами все увидите. Ну что, отправляемся дальше навстречу арабской сказке.